Привет, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу об одной очень интересной моей покупке с AliExpress. Никогда прежде мои покупки не были настолько интригующими, как этот кот в мешке. Рассказываю все с самого начала. Итак, особого выбора магазинов, предлагающих именно этот товар, не было. Всего несколько продавцов занимались продажей данной модели смартфона. Конечно, я руководствовалась прежде всего низким ценовым диапазоном. Зачем переплачивать за кота в мешке? Ну и на отзывы не забывала поглядывать. Решающим аргументом все-таки стала низкая цена при достаточно неплохих технических характеристиках. Хорошая скидка значительно дешевле, чем у конкурентов. Заказала и стала ждать отправки смартфона. Но, на мое счастье, в кавычках, либо это практикующая тактика продавца, магазин никак не торопился отправлять мой товар. Прошло 3 дня, я решила связаться с продавцом и выяснить, в чем же проблема. На мой вопрос, в какие сроки будет отправлен мой товар, продавец просто прислал мне смайлик, пожимающий руки. Меня этот момент немного обеспокоил, почему он даже не затруднился написать текст. Но думаю, ладно, подожду еще дня 4, вроде это крайний срок отправки. Проходит еще 4 дня, и статус моей посылки все еще не поменялся, зато поменялись сроки отправки. То есть продавец сам продлил их еще на неделю. Я вновь пишу ему. В этот раз говорю о своем намерении отменить заказ, если товар отсутствует или есть какие-либо проблемы. Но продавец наконец-таки написал мне длинное письмо. Я не буду сейчас его цитировать, точно не помню. В целом он ссылался на праздничные дни, которые сейчас проходят в Китае, и что как только все заработает, он непременно отправит мне товар. Он просит меня подождать и не беспокоиться. Эти слова меня убедили, и я продолжаю ждать, когда же сменится статус на «отправлено». Я проверяю статус каждый день, он не меняется. Понятно, что магазин опять тянет с отправкой, а праздничные дни уже закончились. В общем, не буду долго говорить. По итогу товар был отправлен в крайний срок, в последние часы, ровно через 2 недели. Знаете, я даже думала, что он так и не отправит товар, и деньги мне вернут автоматически. И тут так удивили, поразительно. Честно говоря, я подумала, что это все чистой воды развод, и телефон он мне не отправил. Можно ли присвоить липовый трек-код посылки, я точно не могу сказать. И теперь мне оставалось ждать еще месяц, пока посылка прибудет в мою страну, если вообще прибудет. По поводу «если» я не переживала, потому как в случае неполучения посылки покупателям на почте Али возвращает сумму покупки в полном объеме. Трек-номер отслеживался, это уже был неплохой знак. Так вот, посылка пришла по итогу где-то через 19 дней после отправки. Заказала 7 числа, отправили 22. Никаких дополнительных налогов платить не пришлось. Вот так ко мне доехал мой телефон. Как мы видим, в целости и сохранности. Единственный минус, который пока мне удалось обнаружить, это отсутствие русского языка. Но это решаемо. Сейчас я уже установила язык, и все в порядке. Что вообще такое восстановленный телефон и как мы рискуем, покупая такие гаджеты? Давайте поговорим об этом. По факту это означает, что смартфон был возвращен продавцу после обнаружения некоторых дефектов. Например, во время пересылки разбился экран, сгорел какой-либо модуль, не работал отпечаток пальца и прочее. Все восстановленные телефоны на AliExpress это оригинальные аппараты, не подделка. Просто после обнаружения неисправности продавец своими силами или чаще квалифицированными сервисами устранил неисправность. Отремонтировать любой девайс в Китае не составляет особого труда, так как запчасти в изобилии. Сразу хочу сказать, что любая подобная покупка – это в некотором роде лотерея. Каковы же риски при покупке восстановленного телефона? Перечислю основные моменты. Он может прийти сломанным, например. Сейчас это маловероятно, так как легко оспорить такую покупку и полностью вернуть деньги. Но если поломка незначительна, продавец может компенсировать затраты на ремонт.
И второе, длительная отправка. Из-за того, что выбранного экземпляра может не оказаться в наличии, продавец будет долго тянуть с отправкой. Во всех устройствах проводится полная замена комплектующих, требующих ремонта и просто несущих следы эксплуатации. В обязательном порядке меняется корпус. Подобные операции проводят как на официальных производствах, так и в нелегальных мастерских, где могут поставить серые или поддельные комплектующие. С другой стороны, в любом случае гаджет приводится в полностью рабочее состояние и обретает актуальный вид. Правда, аксессуары могут отсутствовать или замещаться неоригиналами. О, появился Wi-Fi. Next. Нет. Что это таке? Как бы то ни было, стоимость подобных смартфонов бывает очень привлекательной. И всегда есть шанс приобрести девайс, которому всего лишь обновили внешний вид. Скидки на подобные смартфоны могут достигать 50%, но при покупке стоит быть внимательным. Среди массы предложений нужно выбирать продавца с хорошим рейтингом и подробными отзывами. На AliExpress есть даже несколько крупных продавцов, занимающихся восстановлением. В первую очередь стоит рассмотреть именно их предложения. При внимательном подходе к выбору продавца возможные неприятности сводятся к минимуму. Понятно. Итак, вывод. В покупке восстановленного смартфона нет ничего плохого. Это уж точно лучше, чем купить у перекупа в переходе. Перед покупкой обязательно списывайтесь с продавцом, смотрите рейтинг магазина, читайте отзывы покупателей, желательно с фото. Выполняя такие несложные правила, можно выбрать даже восстановленный iPhone с AliExpress хорошего качества. Ну а если вам интересно, почему мой выбор пал именно на Samsung, а не на iPhone, я расскажу в следующем ролике. Я постараюсь сделать выпуск, еще один посвященный восстановленным телефонам, где я расскажу о всех плюсах Samsung и о всех минусах iPhone. Ну, также расскажу и о минусах Samsung тоже. Они у него есть. Да. Поговорим об этом подробнее. Также я объясню вам, почему мне понадобился восстановленный телефон, для чего я его решила приобрести, какие функции в телефоне для меня являются приоритетными. Это все обсудим. Ссылки на магазин, где покупал, я оставлю в описании под роликом. Переходите, смотрите, если вам нужен такой телефон, покупайте. Я желаю вам удачи. Ну а я с вами прощаюсь до следующего ролика. Этот ролик я предлагаю вам досмотреть уже до конца. Поставить лайк, если вам не трудно этому ролику. И подписаться на мой канал. Всего вам доброго, хороших вам покупок. Пока.
Ну вот мы вошли в меню.